Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Валера, и вы на канале Художник на кухне. Сегодня вот с такой красавицы тыковки мы приготовим такой шикарный десерт. При этом затратим минимум усилий, а будет максимум вкуса и аромата тыквы. Чтобы не затягивать, мы сразу переходим к рецепту. Я взял уже и почистил тыкву, чтобы, так сказать, по-быстрому и не затягивать. Я взял половину тыквы, это у меня 306 грамм. Ну, скажем, 300 грамм. Далее, что я беру? С этой тыковкой нам надо проделать одну манипуляцию. А именно, мы ее сейчас немножечко измельчим. Я беру крупную терочку. И на крупную терочку буквально за мгновение эта тыква измельчается в маленькие фрагменты. Хочу познакомить вас с своим любимым рыжиком, а других своих животных покажу чуть далее в рецепте. Тыковка готова, и отправляю все на сковороду. Вы уже многие догадались, что нам эту тыковку надо размягчить. Обычно все заливают водой по самое не хочу. Но тыква, потом, когда сливаешь эту воду, все витамины уходят вот в ту воду, которую мы сливаем. Мы добавим буквально 50 грамм. Буквально 50 грамм на дно. И этого будет вполне достаточно. Хорошенько все разравниваю. Полностью на дно, обязательно крышкой, чтобы создавалось нужное давление и влажность. Я ставлю на средний огонь и забываю. У меня в руках желатин 50 грамм. Мне его надо буквально пополам разделить в эти емкости. Одинаково. Глаз наметан, поэтому примерно одинаково у нас и получилось. Если вы не используете желатин, не беда. Вы можете использовать агар-агар. Это животное происхождение. Агар-агар никакого животного. То есть эффект будет тот же, но там уже чуть-чуть по-другому. И что мы делаем? Я беру обычную воду комнатной температуры, примерно 50-60 мл. И наливаю в каждый из стаканчиков. Раз, два. Все, одинаково. И теперь нам остается просто ложечкой это все перемешать. Причем перемешивать я буду периодически, чтобы все комки у нас стали однородными. Чтобы масса у нас была однородная, не скомкованная. Тем временем уже здесь шкварчит, журчит. Мы оставляем тыкву, напомню, минут на 7, не больше. Надо контролировать, чтобы не передержать. Очень хорошо. Тыква уже начала давать свой сок. Уже жидкости увеличивается. И очень красивый цвет. Очень такой вот прям приятный цвет. Закрываю. И еще буквально нам надо пару минуточек. Я уже беру мелкое сечение терки и один апельсин. И нам с вами надо добыть цедру этого апельсинчика. И как раз, когда мы закончим с цедрой, наша тыковка уже будет готова. Вот так. Вот такая красота получилась. Он нам еще пригодится. И я беру и все достаю. Вот такая красота. Этого у нас вполне будет достаточно. Уже пар идет, аромат идет. Ой, чувствую, уже готова она.
Смотрим, переворачиваем. Тут самое главное, друзья, не переборщить. Вот такая емкость. И туда отправляю тыковку. Прямо вот с той жидкостью, в которой очень много витаминов. И в эту горячую тыкву с вами мы добавляем ту самую цедру лимона, апельсина, простите, которую только что добыли. Кстати, друзья, я советую вам вот эти два прекрасных рецепта из тыквы. Я их готовил раньше, и они, просто очень топовые. Их просто надо приготовить и насладиться вкусом. Поэтому эти два рецепта, они будут в описании и будут сразу после этого видео вот такими окошечками. Можно будет переходить, сразу смотреть. Вот так мы перемешали слегонца. Напомню, это у нас все тепленькое. Тепленькое, хорошенькое. Далее я добавляю сюда 2 столовые ложки меда. Прям вот так вот с небольшой горочкой. Даже с хорошей горочкой. 1 ложечка. И сразу за ней отправляется 2 ложка меда. Вместо меда вы можете использовать легко сахар. Сахара берем 3-4 ложки сахара. Насколько вы, скажем, сладкоежка. Я-то по минимуму использую сладкое, поэтому ограничиваюсь 2 ложечками меда. Пар уже почти не идет. Мед начал растворяться. И сюда нам с вами надо добавить тот самый желатин. Видите, в какой он консистенции. И этого будет вполне достаточно, чтобы, соединившись с теплой, повторюсь, с теплой, не холодной тыковкой, он полностью размешался и соединился вкусами, чтобы не было комков. Мы просто сейчас все это взобьем. Кстати, друзья, я хотел вам показать одну из своих новых картин, которую только вчера закончил. Вот эта прекрасная работа. Насколько она прекрасна, я узнаю по вашим комментариям. Мне очень интересно почитать в комментариях, насколько эта работа вам откликается и как бы вы ее назвали. Я стараюсь делиться в наших рецептах иногда вот такими вот, позволяю себе такую шалость, свою творческую составляющую как художника показывать на кулинарном канале. Поэтому не обессудьте. Буду рад вашей обратной связи и насколько эта картина понравилась, не понравилась, чем не понравилась. В общем, буду рад от вас получить весточку в комментариях. Вот такая красота у нас получается. Следующее, что нас ждет, это вот такая вот коробочка из-под яиц. Я ее разрезаю на 2 составляющие, на верх и низ. Вот такие вот 2 коробочки у нас получаются. Я беру емкости. Вот начну вот с этой, пожалуй, емкости. И туда буду отправлять, возьму ложечку, нашу взбитую смесь. Вот так вот попробуем. Раз. Я сюда налил слишком много, поэтому излишки я убираю. И вы поймете, почему я это делаю чуть-чуть позже. Потому что у меня есть некая задумка, чтобы получилось не только очень вкусно, но и получилось красиво. Вторую я также наполняю до половины. Уже при помощи ложки. Уже ложкой будет мне как-то поприятнее работать.
остатки я отправляю в емкость, которая будет также наполнена примерно наполовину. Вот 3 емкости. Все 3 емкости я отправляю в холодильник. Причем не просто в холодильник, а в морозильную камеру. Зачем? Сейчас вы это узнаете. А это мои любимчики Тигра и Аватар. Я их люблю не менее, чем Рыжика. Пока, друзья, застывает в морозильной камере, повторюсь, в морозильной камере, наш слой из тыквы, я чищу банан. И пока его чищу, скажу, что не обязательно в морозильную камеру отправлять, поскольку, это я имею опыт такой, что мне получается просто быстрее, гораздо быстрее застывает слой в морозильной камере. Но все блюдо будет у меня застывать именно в холодильнике. А в морозильной камере я поместил, чтобы пока мы готовим последний завершающий вкусный слой, на который я измельчаю один банан, первый слой уже был у нас подготовлен. Только лишь для этого, для ускорения процесса, чтобы не затягивать ролик. Поэтому, если вы воспользуетесь чисто холодильником, это еще даже и лучше будет. Я беру емкость, туда помещаю наш банан. Емкость, любую емкость, туда наливаю примерно 50 грамм воды. Помните, мы один апельсинчик брали и с него снимали цедру. Вот он нам сейчас как раз как никогда понадобится. Сейчас мы с него будем брать сок. Вот этот прекрасный сок. Сока много. В этом апельсинчике сейчас сезон апельсиновый. Вот так еще выжмем. Ни одной косточки нету. Что радует. И теперь мы отправляем сок апельсина прямиком к нашему банану. Вода уже теплая, воду я отключаю. И сейчас буквально мгновение, и вторая часть апельсина у нас щедро и с любовью делится соком, который чуть ли не выливается. Вот такая красота. Сюда, сюда. И выливаем вот так вот. Готово. Сок у нас есть. Для чего же мы с вами грели нашу емкость? Для того, чтобы залить вот так вот. Тепленько, примерно 70-80 градусов. И в эту емкость я помещаю, даже, наверное, много водички, чуть-чуть я ее уберу. Наш стакан, помните, мы его наполняли. И вот теперь пришло время вот это вот желе, желеподобное желе, масло масляное, на водяной бане чуть-чуть разогреть. Запах идет, друзья, неимоверный, просто неимоверный. Сюда я добавляю молочко. Молочко я беру, можете обычное брать, любое. Я в последнее время люблю топленое молоко, просто вот вкус получается божественный. Я помню, в детстве у меня была своя печка, русская печь, духовка, и там постоянно из обычного молока делали вот именно то самое топленое. Молока я беру примерно 60 грамм. Миллилитров, простите. Этого будет вполне достаточно. Взбивается это дело. Все это в общую массу.
точнее вот растопленный желатин, насколько он растопился, настолько и хорошо. Отправили в общую массу. Вкус просто шикарный, друзья. Сильно замешивать не надо, поскольку мы будем замешивать при помощи блендера. Нам надо однородная масса. И у нас прошло, наверное, минут 15, не больше, с того времени, как я поставил в морозильную камеру. И вы знаете, друзья, я вам сейчас покажу. Все прекрасно застыло. Видите, все идеально застыло. Даже вот большая емкость тоже хорошо застыла. Что я теперь делаю? Я теперь беру ложечку большую и делаю второй слой. Но второй слой я уже делаю по-умному, поскольку я уже научен, что лучше действовать ложечкой. И так получается и более точно, и более быстро, чем потом, вот как я первый слой переливал, заливал. В общем, здесь все будет шикарно. Одна емкость готова. Сюда можно целиком, по-быстрому заливать. Вот так вот. Который мы заливаем очень быстро. Прям все просто в него погружаем. И мы уже с вами буквально через мгновение посмотрим конечный результат. Но это еще не конечный результат. Мы будем дегустировать. Интересно почитать в комментариях, кто вам понравился больше, котик или песики. Друзья, все застыло, все красиво. Но вот чтобы достать, то это уже приходится что-то выдумывать. Что выдумал я? Я придумал взять фен. У меня прям строительный такой, я с картиной когда-то помогал мне писать. И вот я предварительно чуть-чуть нагреваю, и тогда уже легче отсоединяется от формы. Вот чуть-чуть я нагрел. И теперь просто беру пальцами, нажимаю. Чуть-чуть, оба. И видите, вываливаются. Красавчики. Оба есть. Я их ставлю плотненько друг к другу. Вот. Теперь, что нам надо сделать, так это взять посыпку, кокосовую стружку. И вот так вот их сделать снежком. Как будто это снежок. И будет не только красиво, то есть не только вкусно, но и красиво, очень красиво. Так, ну что ж у нас получается? Давай. О, получилось! Ура! Смотрите, какая красота у нас получается. И сейчас мы точно так же посыпаем стружечкой, но уже не так интенсивно. Опа! Есть контакт. И точно так же чуть-чуть я сдабриваю кокосовой стружечкой. Не могу не сказать, что сейчас настала очередь дегустации. Мы сейчас все 3 блюда и попробуем. Друзья, вот такая красота у нас с вами получилась. У нас с вами еще вторая часть вот этого прекрасного десерта из тыквы. Мы сейчас посмотрим, как желе выглядит изнутри. Во-первых, я попробую маленькую штучку, разделю и покажу вам, как она выглядит. Вот такой двухслойный красавчик у нас получился. Вот так. И сейчас я покажу, да и сам посмотрю, как выглядит серединочка. Мне так не терпится попробовать, что просто вот не могу сдержать слюноотделение. Простите за выражение.
Смотрите, какой прекрасный слой. Как красиво оно выглядит. И хочется попробовать. Возьму еще одну, разделю. Вот такая штучка. Очень интересная конфетка. Друзья, это так ароматно. И не сказать, что сильно сладко, и не сказать, что вообще не сладко. То есть идеальный баланс получился для меня. По сладости, по красоте тоже идеально. По аромату просто шикарно. А нас с вами ждет на очереди следующая проба. Вот такая красивая форма получилась из обычного куриного лотка. И сейчас чуть-чуть я отрежу, и мы посмотрим, как здесь внутренность. Сейчас я вот так вот переверну. Вот сюда. Оп. Разделю еще. И вот смотрите, какая интересная вот такая двухцветная игра получается. Как интересно. Мне так нравится вот эта вот двухцветность. Настолько нежная получилась вкуснятина из тыквы. Просто вам не описать. Крайне, друзья, рекомендую вам этот рецепт. Кушайте вкусно, будьте здоровы, а я с вами не прощаюсь. Мы увидимся с вами в новом рецепте на канале «Художник на кухне». Вкусных вам будней!